Ты слушаешь Радио Мария. «28 февраля в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Вчера, 27 февраля, в Израиле был самый тяжелый день. Выборы в местные органы власти и атаки группировок из Газы и Ливана по территории еврейского государства. Несмотря на низкую, чем обычно, явку избирателей, министр внутренних дел Израиля Моше Арбель дал позитивную оценку тому, как проходили выборы, учитывая тот факт, что страна в состоянии войны, цитирую: «Несмотря на трудные времена, которые мы переживаем, жители страны пришли проголосовать. Спасибо тем, кто пришел на выборы с целью сформировать местные сообщества, в которых они живут. Удачи всем кандидатам», сказал министр внутренних дел Израиля Моше Арбель. По состоянию на 22:00 вчерашнего вечера, когда избирательные участки закрылись по всему Израилю, а муниципальные выборы завершились, явка избирателей составила всего лишь 50%. Напомню, что во время местных выборов в 2018 году явка составляла 56%. Окончательные результаты не будут сразу ясны из-за большого количества солдат Цаля и резервистов, голосующих на военных избирательных участках по всей стране, а также на территории Газы, где были установлены урны для голосования. Главные новости Израиля. Пока Израиль голосовал, из Газы запускали ракеты. Сирена Цеводом звучала в городе Ашкелон, также в нескольких близлежащих населенных пунктах. Ответственность за залпы взяла на себя террористическая группировка «Палестинский исламский джихад», заявив, что она выпустила по городу несколько ракет. В Ашкелоне фрагмент перехваченной ракеты упал на припаркованный автомобиль. Пострадавших не было. Параллельно залпам на юге страны, на севере Израиля, также звучали сирены. Цали сообщили, что ракета, выпущенная из Ливана, поразила базу управления воздушным движением на горе Мирон на севере Израиля. Хизбалла утверждает, что нанесла ущерб базе. Армия обороны Израиля подтвердила, что ракета попала в базу, но заявила, что на работоспособность базы это не повлияло. Военные Цаля в ответ наносили удары по объектам Хизбаллы в Ливане. Позже террористы Хизбаллы вновь нанесли удары по израильской базе управления воздушным движением на вершине горы Мирон на севере Израиля. В заявлении группировки говорится, что по базе она выпустила противотанковые ракеты. Армия обороны Израиля пока публично не комментировала эти утверждения. В общей сложности вчера с территории Ливана Хизбалла выпустила около 35 ракет по военной базе Цааля. Многие снарядов были перехвачены, другие упали на открытой местности. Начальник штаба Цааля Герци Алеви предупреждает, что Хизбалла заплатит очень высокую цену за продолжающееся нападение на север Израиля. Цитирую: «Хизбалла еще 7 октября вечером решила, что присоединится к нападениям на Израиль. За это им придется заплатить очень высокую цену. Цааль предпринимает правильные шаги, чтобы дать возможность примерно 80 тысячам перемещенных израильских граждан из приграничных с Ливаном общин вернуться в свои дома», заявил начальник штаба Цааля Герци Алеви. Министр обороны Израиля Йоав Галлант говорит, что Израиль определил, что Иран, Хизбалла и Хамас стремятся воспользоваться священным для мусульман месяцем Рамадан и превратить его во второй этап 7 октября. Выступая во время оценки ситуации в Центральном командовании Цааля, Галлант продолжает: «Главная цель Хамаса – провести Рамадан с упором на Храмовую гору и Иерусалим и превратить это все во вторую фазу своего плана, который у них начался 7 октября. Мы не должны давать Хамасу того, чего он не смог добиться с начала войны. Это сблизить боевые фронты на юге и севере», сказал министр обороны Израиля Йоав Галлант. Главные новости Израиля.
Сеть Аль-Джазира, запрещенная в Израиле, опубликовала часть проекта соглашения, одобренного Израилем в Париже. Согласно одному из пунктов, Израиль согласился освободить 10 террористов в обмен на каждого освобожденного заложника. Если сделка состоится, в общей сложности 400 террористов будут освобождены в обмен на освобождение 40 заложников. Напомню, что эту информацию пока что Израиль официально не комментировал. Израиль рискует потерять поддержку мира, если невероятно консервативное правительство премьер-министра Биньямина Нетаньягу продолжит свою политику. Об этом заявил президент США Джо Байден в эфире NBC. Он сообщил, что Нетаньягу согласился не вести боевые действия во время Рамадана, что, однако, премьер-министр уже позже опроверг. Цитирую: «Я думаю, что если мы добьемся этого временного прекращения огня, мы сможем двигаться в направлении, где мы сможем изменить динамику», — говорит Байден. Он добавляет, что Израиль должен воспользоваться возможностью обеспечить мир и безопасность для израильских граждан и палестинцев, которых Хамас использует в качестве пешек, заявил президент США Джо Байден в эфире NBC. После того, как президент США Джо Байден предупредил Израиль, что он потеряет глобальную поддержку с нынешним составом правительства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу выпустил видео с прямым ответом, утверждая, что в США существует широкая поддержка израильского правительства. Цитирую: «С самого начала войны я веду дипломатическую кампанию, цель которой отклонить давление, чтобы преждевременно прекратить войну, в то же время не потерять поддержку для Израиля. У нас есть значительная поддержка в этой области», продолжает Нетаньягу, указывая на опубликованный в понедельник опрос Гарвардского университета, показывающего, что 82% жителей США поддерживают Израиль в его войне против Хамас. «Это дает нам еще один источник силы для продолжения нашей войны против Хамаса до полной победы», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. И уже через некоторое время президент США Джо Байден снова сделал новое заявление. Он сказал, что прекращение огня между Израилем и Хамасом может начаться на предстоящих выходных. Цитирую: я надеюсь, к началу выходных, я имею в виду конец выходных, по крайней мере, мой советник по национальной безопасности говорит мне, что мы близки», говорит президент США Джо Байден, кушая мороженое. Израиль испытывает огромные экономические трудности в связи с затягивающейся войной в секторе Газа. Об этом пишет издание Financial Times. По данным издания, Израиль планирует пойти на существенные экономические издержки в этом году, чтобы почти удвоить свои расходы на оборону для продолжения войны. В частности, сообщается, что Израиль планирует взять около $60 миллиардов в долг, чтобы заморозить прием на работу на госслужбу и повысить налоги. Оборонный бюджет планируется увеличить на $15 миллиардов, что на 85% больше довоенного оборонного бюджета Израиля. Из-за войны экономика Израиля в последнем квартале 2023 года сократилась почти на 20% в годовом исчислении. Большое давление на экономику оказывает массовый призыв резервистов в армию, что создает дефицит рабочей силы. Минфин считает, что экономика начнет восстанавливаться по мере демобилизации резервистов и увеличения потребительских расходов. Об этом пишет издание Financial Times. Главные новости Израиля. Израиль передаст Украине систему раннего предупреждения о ракетном ударе. Об этом сообщил постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан. Он также прокомментировал, что Израиль отправил в Украину более 100 тонн гуманитарной помощи, а также оказал медицинскую помощь сотням украинцев в своих больницах. Напомню, что это заявление сделал представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан.
Почти 9000 человек, в том числе художники, кураторы и директора музеев, подписали онлайн-обращение, призывающее исключить Израиль из ярмарки Виеннале в этом году и обвиняющее нашу страну в совершении геноцида в секторе Газа. Цитирую: «Любое официальное представление Израиля на международной культурной арене является одобрением его политики и геноцида в секторе Газа», говорится в онлайн-заявлении коллектива Альянса «Искусство вместо геноцида». Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что это обращение, цитирую, было неприемлемым и также постыдным, диктатом для тех, кто считает себя хранителями истины и с высокомерием и ненавистью думает, что может угрожать свободе мысли и творческого самовыражения, заявил министр культуры Италии. В своем комментарии он добавляет, что Израиль не только имеет право выражать свое искусство, он обязан это делать, особенно после нападения беспощадных террористов Хамас. Продолжаются главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Нария. Нам нужна ваша поддержка. Чтобы поддержать Радио Нария, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, а также напишите свой комментарий. Ваши лайки, подписки, комментарии помогают продвижению и развитию нашей радиостанции. Не забывайте под видео нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий прямой эфир. Напомню, что на наш канал осуществляют атаки недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, подпишитесь и на резервный YouTube-канал Радио Нария. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. Главные новости Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу и его жена Сара Нетаньягу посетили семью павшего солдата Нерия Белете. Он пал в прошлую субботу в бою на юге сектора Газа. Премьер-министр и его жена услышали от родителей, братьев и сестер о личности покойного и о том, как он был полон решимости внести свой вклад в развитие страны. Премьер-министр Нетаньягу рассказал членам семьи, что потеря очень велика и что народ Израиля вместе с семьей скорбит. Сара Нетаньягу добавила, что уже за короткое время из их визита можно было понять, что это необыкновенный молодой человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу сказал: «Я хочу поддержать вас. Знайте, что мы не сдадимся, пока не добьемся полной победы над нашими врагами». Отец солдата сказал: «Наш народ силен, и наш путь к победе – уничтожить Хамас. Мы потеряли сына, но не напрасно», – продолжает отец. Премьер-министр сообщил, что один из новых микрорайонов недалеко от места жительства семьи будет назван в честь покойного Нерия Белете. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи.